Вот зачем низшим духам нужна кровь людей. Рудольф Штайнер. Звучит ли это неправдоподобно, бред давно умершего мистика? Для рационального ума современного человека, воспитанного в духе научного материализма и просвещенного скептицизма, это заявление, несомненно, вызовет усмешку или даже раздражение. Многие скажут, что в нем нет и тени истины, что Штайнер — лишь эксцентричный философ начала XX века, и что в наше время на подобные идеи не стоит тратить ни минуты внимания. Ведь, скажут они, существуют куда более реалистичные и научные объяснения тем аномалиям, которые охватывают современный мир, пандемии тревоги, отчуждения, психической нестабильности и иррационального насилия. Все это, как бы логично и трезво, можно списать на социокультурные, экономические и биохимические факторы. Но достаточно ли этих объяснений, чтобы действительно проникнуть в суть происходящего? Не ощущаем ли мы, подспудно, на интуитивном уровне, что за симптомами скрывается нечто более глубокое, темное, иррациональное, духовно-разрушительное? Рудольф Штайнер утверждал, что низшие духи сущности, обитающие в низших сферах астрального мира, питаются кровью людей. Эти слова, конечно же, нельзя понимать в упрощенно-физическом смысле. Речь идет не о буквальном потреблении крови, а о таинственной связи между человеческой жизненной энергией, символически представленной кровью, и духовными сущностями, которые лишены собственного доступа к высшим формам энергии. Кровь в антропософской традиции — это не просто биологическая жидкость. Это носитель индивидуальности, жизненного импульса, кармы и, в конечном счете, душевной силы. Когда человек теряет связь с духовным миром, становится жертвой страха, ненависти, насилия или отчаяния, он теряет часть этой силы. И именно в эти моменты к нему приникают сущности, о которых говорил Штайнер. Интересно, что подобное объяснение, на первый взгляд столь фантастическое, находит отклик в совершенно иной культурной традиции у коренных народов Северной Америки. Концепция Витико, детально описанная Полом Леви, говорит о том же самом явлении, но иными словами. Витико — это заразная психодуховная болезнь, паразитирующая на человеческом сознании. Это дух бездушия, инфицирующий умы людей, превращая их в носителей деструктивного коллективного безумия. Этот паразит, по словам Леви, играется с человеческим разумом, и его главная цель — изоляция человека от источников подлинной духовности и сострадания. Он усиливает эгоизм, поощряет разрушение, насмешку над священным и, что самое важное, подменяет истинное «я» человека искусственной маской. Итак, если соединить эти два подхода, антропософию Штайнера и шаманскую психологию Леви, мы получим поразительно согласованную картину. Человеческое страдание, эмоциональная боль, психозы и даже насилие — это не просто социальные явления или побочные эффекты неолиберальной экономики. Это манифестации вторжения иных сил, тех, кто питается нашим страхом, гневом, растерянностью. Эти силы не обязательно имеют плоть, но они реальны в духовном смысле. Они действуют через нас, когда мы теряем осознанность, когда позволяем себе стать объектами манипуляций, когда закрываем глаза на зло и цинично называем это реализмом. Штайнер предупреждал, наш век будет временем, когда борьба между высшими и низшими духовными силами станет предельно явной. Он говорил, что материализм и отрицание духовного сделают человека уязвимым. И сегодня, наблюдая за тем, как миллионы людей, сами того не зная, становятся проводниками чужих разрушительных импульсов, невозможно не вспомнить его слова. Каждая вспышка бессмысленного насилия, каждое массовое увлечение разрушительными идеологиями, каждый всплеск коллективной истерии — это проявление того, о чем он говорил, духовного паразитизма.
Именно поэтому кровь, символ жизни, свободы, индивидуальности, так важна для этих сущностей. Не в буквальном смысле, но в метафизическом. И если мы хотим сохранить себя, сохранить человечность, сохранить связь с Высшим, мы должны перестать игнорировать эти предупреждения. Мы должны научиться распознавать витяко в себе и в мире, противостоять ему не насилием, а пробуждением. Ибо истинная защита от этих паразитов — это сознание, любовь и духовное пробуждение. Только свет может изгнать тьму. И только человек, пробужденный в духе, способен не дать своей крови стать пищей для низших миров. Why lower spirits need human blood. Rudolf Штайнер. Does this sound implausible, nonsense from a long-dead mystic? To the rational mind of the modern person, raised in the spirit of scientific materialism and enlightened skepticism, such a statement will undoubtedly provoke a smirk or even irritation. Many will claim there is not a shred of truth in it, that Steiner was merely an eccentric philosopher of the early 20th century, and that in our day and age, such ideas are not worth a moment's thought. After all, they'll argue, there are far more realistic and scientific explanations for the anomalies sweeping the world, pandemics of anxiety, alienation, mental instability, and irrational violence. All of this, so it seems, can be neatly explained by socio-cultural, economic, and biochemical factors. But are these explanations truly sufficient to grasp the essence of what is happening? Do we not feel, subtly, intuitively, that something deeper, darker, irrational, spiritually corrosive lies beneath the symptoms? Rudolf Steiner claimed that lower spirits, entities dwelling in the lower realms of the astral world, feed on human blood. These words, of course, must not be understood in a simplistic, physical sense. He was not speaking of literal blood consumption, but of a mysterious connection between human life energy, symbolically represented by blood, and spiritual beings who lack access to higher forms of energy. In the anthroposophical tradition, blood is not merely a biological fluid. It is the carrier of individuality, of life's impulse, of karma, and ultimately of the soul's vitality. When a person loses their connection to the spiritual world, becomes engulfed by fear, hatred, violence, or despair, they lose a part of that vital force. And it is in these moments that the entities Steiner described find their way in. It is striking that this seemingly fantastical explanation finds an echo in a completely different cultural tradition, that of the indigenous peoples of North America. The concept of wetico, detailed by Paul Levy, describes the very same phenomenon, albeit in different words. Wetico is a contagious psychospiritual disease, parasitic upon human consciousness. It is the spirit of soullessness, infecting the minds of people and turning them into carriers of destructive, collective madness. This parasite, according to Levy, plays with human minds, and its primary aim is to isolate the individual from sources of true spirituality and compassion. It amplifies egoism, encourages destruction, scorn for the sacred, and most importantly, replaces the true self with an artificial mask. So, if we unite these two approaches, Steiner's anthroposophy and Levy's shamanic psychology, we arrive at a strikingly coherent picture. Human suffering, emotional pain, psychosis, and even violence are not merely social phenomena or side effects of neoliberal economics. They are manifestations of intrusion by foreign forces, beings that feed on our fear, our anger, our confusion. These forces may not have flesh, but they are real in a spiritual sense. They act through us when we lose awareness, when we allow ourselves to be manipulated, when we turn a blind eye to evil and cynically call it realism.
Steiner warned, our era would be one in which the battle between higher and lower spiritual forces becomes unmistakably clear. He said that materialism and denial of the spirit would make humanity vulnerable. And today, observing how millions of people, unaware, become conductors of destructive impulses, it's impossible not to recall his words. Every outburst of senseless violence, every mass obsession with destructive ideologies, every wave of collective hysteria, these are manifestations of what he spoke of, spiritual parasitism. This is why blood, the symbol of life, freedom, and individuality, is so important to these entities. Not in the literal sense, but in the metaphysical one. And if we wish to preserve ourselves, preserve our humanity, preserve our connection to the higher, then we must stop ignoring these warnings. We must learn to recognize Wediko in ourselves and in the world, and resist it not with violence, but with awakening. For the true defense against these parasites is consciousness, love, and spiritual awakening. Only light can dispel darkness. And only a human being awakened in spirit can keep their blood from becoming food for the lower realms.